Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет! Сегодня у нас очередной обзор очередного инструмента с сайта AliExpress. Приехал инструмент вот в таком вот чемоданчике. Чемоданчик классный, конечно, там не супер крепкий, на нем особо не посидишь, но вот такой вот чемоданчик. Днище выглядит следующим образом, ну и вот такие вот петли. Так, скрываем, смотрим. Все переложено, видите, вспененным полиэтиленом. Просто замечательно, упаковка шикарнейшая. Вот, есть у нас вот такая инструкция. Инструкция общая, но есть одно но. То есть в этой общей инструкции есть какие-то описаны общие положения. Все, конечно, у нас на английском языке, но есть, видите, по шуруповерту есть описание, по болгарке есть описание. Также гайковерт, секатор, паркетка, сабельная пила, импакт, перфоратор. Ну и вот наша, так сказать, трещоточка. Хотя и на другом аккумуляторе. Вот поэтому инструкция, не скажу, что не особо полезная, но есть что почитать. Вот наш набор. Простая легкая зарядка. 21 вольт 2 ампера. Вот так это все выглядит. С таким вот обычным, в принципе, разъемом. Да? Имеется в комплекте два аккумулятора. Заряжены, видите, что один, что второй у нас на 100%. Но, друзья, здесь не 100%. Здесь всего лишь примерно 70-75% зарядки. Так как они заряжены в режиме хранения. Ну и виновница торжества. Вот такая вот аккумуляторная трещотка. То есть гайковерт, трещотка. Выполнено все просто, я бы сказал, на отлично сборка. То есть смотрите сами. Видите, близко к камере поднес, то есть шва практически не видно. Ну, как не видно? Конечно, виден шов, но не облоя, ничего здесь нет. Ничего не цепляется за пальцы, за руки и так далее. Вот то же самое касаемо и здесь. Ручка у нас, вот эта вот часть, обрезинена. В руке лежит просто отлично и удобно. То есть хват такой вот надежный и отличный. Вот имеется у нас одна только клавиша управления, никаких больше изменений скоростей нет, все скорости изменяются у нас только вот такой вот клавишей. Также имеется блокировка от случайного включения, то есть заблокировав нашу трещотку, мы уже ее случайно где-то не включим. Вот, и купив данную трещоточку, получив ее, друзья, я был немножко разочарован, но в принципе работать можно. Дело в том, что я хотел заказать на 1/2 квадрат, а заказал по ошибке на 3/8. Работать в принципе можно, будем с этим как-то мириться. Но очень хотелось на 1/2. Ну, ошибся и ошибся. Да ладно, все это дело, как говорится, спешка. Сделаем контрольное взвешивание нашего агрегата, то есть взвешиваем без аккумулятора просто нашу трещотку. Итого получаем 809 грамм. В принципе, отлично. Теперь же я хочу взвесить вместе с аккумулятором, то есть подготовить все для работы. Я подготовил, вот мы с вами будем тестировать обороты, подготовил такую вот головку на 3/8. 3/8, кто не понимает, это примерно 10 мм в квадрат. Вот, оснастили головкой, оснастили аккумулятором, то есть все подготовили для работы. Теперь давайте попытаемся положить и взвесить. Так, ничего не цепляет, ничего не цепляет. 1464 грамма, то есть 1,5 килограмма мы имеем в руке. Не особо тяжело, так что можно смело, друзья, работать. Так, давайте, знаете, что взвесим и аккумуляторы, людям есть интерес к этому делу. 557 грамм, давайте и второй. 557 грамм, братья-близнецы. Так, ну, поскольку я обещал измерить обороты, давайте мерить обороты. Итак, фирма у нас Людиви, как я по-простому называю. Здесь тоже продублировано. Модель BL160. Значит, максимальное усилие 160 ньютон на метр. Друзья, никаких 160 ньютон на метр здесь, конечно же, быть не может. Да, в принципе, это и не нужно. Опять же, это не ударный гайковерт, это просто трещотка. Откручиваем или отжимаем болт каким-нибудь воротком, усилителем.
или гайковертом. Ну, не гайковертом, конечно, потому что гайковерт у нас, допустим, каких-то мелких и в нишах открутить не подлезть, а вот именно покупал я эту штуку для того, чтобы где-то там в моторном отсеке что-то где-то, вы сами знаете, что трещотку ставишь вручную, и там буквально там по щелчку надо откручивать, то есть есть такие неудобные места. Здесь же отжал, запустил туда нашу трещотку, кнопку нажал и крути себе, как говорится, на здоровье. Так, снимаем с блокировки. И вот так вот крутим. Далее, так, опять же указан квадрат 3/8 дюйма. И тут у нас ого-го, то есть скорость от 0 до 3200 оборотов в минуту. Теперь начинаем задумываться. Нужна ли нам такая скорость для откручивания гаек? Конечно, друзья, нет. И такой скорости здесь 100% не будет. Подтверждаю, нажимаю, то есть нажатием кнопки мы регулируем обороты. Давайте с маленьких до больших. Это были максимальные обороты. Как вы видели визуально, 3200 здесь нет. Поэтому я все-таки предполагаю, да и в принципе уверен, что это у нас обороты именно на роторе нашего двигателя. Да, друзья, двигатель здесь стоит щеточный. Обращаю ваше внимание. Щеточный движок. Вот, так, ну что, давайте мерить обороты, раз уж приехали к этому вопросу. Используем мой лазерный тахометр. Мерить обороты там снизу кверху, я думаю, смысла нет. Мы с вами сразу померяем, ну, большие самые обороты, дабы сэкономить время видео. Поехали! Итак, что мы имеем? 660, почти 2 оборота в минуту. И этого, я считаю, достаточно для того, чтобы крутить наши гаечки и болтики налегке. Вот. Ну, переключение производится у нас, как в обычной, принципе, трещотке. Влево. Сюда крутим вправо. Ну, то есть наоборот. Вот. Двигатель щеточный, об этом еще говорит искрение, вот, как говорится, в этом окошке. Думаю, заметно. Также у нас есть электрический стоп, электрический тормоз. Все, и резкий тормоз. А теперь по традиции мы с вами, конечно же, разберем эту чудо-машинку и посмотрим, что, как и почему. Так, разобрал я нашу машинку. Давайте мы ее раскроем. Вот такой вот имеем пластик. В принципе, добротный пластик, как и на любом китайском знакомом нам уже инструменте. То есть обрезиненная вот эта поверхность и насквозь, видите, пропечатана такими точками. Отличный пластик, крепкий, с множеством разных перемычек. Ну и вот наша вся конструкция, в принципе. Смотрите, нет никаких контроллеров. Я так понимаю, так, давайте мы снимем кнопочки. Вот рычажок наш. И вот такая вот кнопка управления оборотами. Чем больше нажал, тем больше оборотов. Площадка питания. Что у нас здесь? Ага, смотрите, какой прикол. Вот, не что иное, как предохранитель. Плавкая вставка. Вот таким вот образом они поступили. Поскольку контроллера нет, контролировать обороты нечем. И если мы будем с вами срывать гайки туго затянутые, либо пытаться туго затянуть, то у нас хорошо, что выдержит движок, а должен сгореть, в принципе, предохранитель. Потому как здесь никаких, друзья, защит нет. Вот это я считаю уже минусом. То есть долго подержали зафиксированный квадрат где-то на болту либо на гайке и по-любому попали на движок. Ну, мое мнение такое. Так, давайте снимаем дальше. Кнопочка. Все на пайке. Пайка, в принципе, на оценку хорошо. Можно даже сказать в этом случае и отлично.
Так, есть у нас шпиндель наш, будем называть, и мотор-редуктор. Вот так это все устроено. Есть у нас штифт. Вот здесь короткий такой штифт должен быть, по идее, который вот такими движениями должен, по идее, достаться. Ага, фигу. Опа! Вот такой вот штифт. Совсем малыш-коротыш. По логике они должны стоять не только здесь как бы, но и здесь есть отверстие по штифт. Но я тоже задавался вопросом, почему так сделано, но потом понял, что вот эти вот 4 винта, у нас проходят насквозь данный корпус и вкручивается туда в мотор-редуктор через вот эту вот, через этот пластик. Поэтому вся конструкция очень надежно держится, а данный штифтик у нас просто как соединялочка, мотор-редуктор, соответственно, с этим вот шпинделем. Итак, открываем аккуратно, вытягиваем. Хопа. Видим, смазочки у нас здесь достаточно. Достаточно смазки. Там у нас стоят вот солнышко наверху, шестеренка. И 3 сателлитика. Думаю, с этим понятно. Разбирать, друзья, не хочу. Повысыпаются эти шестеренки. Так, кому интересно, пожалуйста, движок. Движок на 25 вольт, я так понимаю. RD20, или это просто марка. Ну, короче, вот я вам показываю. RD25 VAA 2206. Я так понимаю, июнь месяц 22 года изготовления. Что у нас на обратной стороне медали? Ровным счетом ничего. Вот. Так, ну что, наверное, я больше уже разбирать тут особо ничего-то и не буду. Приводится в движение, видите, вот такой вот треугольник. Здесь, получается, у нас стоит эксцентрик, который приводит в движение вот этот вот средний маятник. То есть он так вот ходит. Ну и, соответственно, там у нас внутри, видите, стоит трещотка. Вот. Все просто. Вот этот маятничек, видите. Разбирается здесь, кольцо снимается и вынимается сама шестеренка с квадратом. Ну, друзья, здесь я не буду уже разбирать. Я думаю, все поняли, как, что устроено, как это работает. То есть все очень просто. Собираю. Ну и пойдем, не знаю, там попробуем, как он крутит гаечку. Тестировать мы, конечно же, его не будем там никаким динамометрическим ключом. 160, как я уже рассказал, этих ньютон нам абсолютно не нужны. Потому как у нас это просто, друзья, трещотка и ничего больше. Никак не ударный гайковерт. Короче, народ, стал я, наверное, рассеянный с улицы Бассейной. Мало того, что заказал не тот квадрат, смотрите, как собрал. То есть квадрат у нас должен быть со стороны кнопки. Теперь опять сижу, разбираю. Да, растяпа. Итак, находимся в гараже. Показываю опять нашу чудо-трещотку. Обыкновенная трещотка, только на аккумуляторе. Точно такая трещотка, но без аккумулятора. То есть с данной трещоткой нам надо сделать много циклов туда-сюда, обратно. Вот, а этой включили, закрутили. Переключили, открутили. Вот, сейчас у нас стоит на откручивание. Гайка у нас на шпильке внизу, на болту. Поэтому давайте откручиваем. Показываю, как это все дело работает. Хлоп, и у нас все готово. То же самое и на закручивание. Переключаем на трещоточке наш флажок. Надеваем на гайку. И погнали. Бах, и зажато. Вот момент удара. Кстати, давайте я подготовил уже динамометрический ключ. Снимаем нашу головку, промеряем просто сколько же у нас вот этот вот момент удара, то есть окончание закручивания гайки, сколько выдал ньютон на зажатии. Мы будем отпускать. Одеваем на нашу трещотку наш динамометрический цифровой ключ. Включаем наш ключик в режим пик-топ, то есть сохранение показания максимального. Вот. Ну и пробуем откручивать. Вам видно не будет, но я покажу результат, так как у нас он зафиксируется. Итак.
Пожалуйста. 20,1 ньютон на метр. Всего-то. А на трещотке у нас написано аж 160 ньютон на метр. То есть логически оно должно откручивать колесные болты. Это, друзья, не так. И этим так пользоваться нельзя. Как я уже вам рассказывал и показывал, внутри у нас никакой защиты нет. Долго подержите гайку, при желании открутить зажатую гайку, сразу будет гореть двигатель. Поэтому учтите этот момент. Вот. Так, наверное, все, что хотел, показал. Да, еще люди просят, покажи электроинструмент на, соответственно, потребляемый ток. Поэтому вы все знаете, мои подписчики, мои зрители, у меня есть вот такой вот блок питания сетевой с таким вот адаптером под аккумуляторы а-ля Makita. Поэтому давайте посмотрим, сколько у нас он, так сказать. Снимаем аккумулятор, подключаем нашу вот эту вот электрическую приставку, врубаем в сеть. Так, головку. Наша головка, одеваем на откручивание. Так, и давайте я как же вам показать это все дело. Наверное, буду держать вот так. Будет видно, вроде бы видно. Значит, нашей трещоткой можно работать, как, опять же, я сказал, как обыкновенной трещоткой, не нажимая нашу кнопочку. То есть берем, одеваем головку и вот просто крутим как трещотку. Тут тоже механизм, похожий на механизм трещотки, и все это дело будет у нас срабатывать. Ну а теперь давайте откручивать и смотреть на показания нашего прибора. Значит, сверху у нас напряжение, снизу у нас ток в амперах. Не в десятых, просто в амперах. Погнали. Открутили. Переключаем. Так, сейчас будем ловить момент упора гайки и смотреть на этот самый. Я не могу так смотреть, а вы, наверное, успеете заметить. Поэтому давайте на закручивание. Все. Вот, в принципе, и все, как говорится, на сегодня, что я хотел вам показать. Вещица, в принципе, полезная и удобная. Мне придется, если я решу ее оставить себе, купить набор головок удлиненных под квадратик 3/8, так как у меня последний размер таких головок это на 17. А бывает, пригождается и на 19, и на 22. Ну, короче, буду смотреть. Все, всем спасибо, что были со мной. До новых встреч, до новых видео. Пока. Ты заходи, если что.